Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и это обзор на Narza 30A. Что я хочу сказать по поводу камеры сходу. Опять же, вход на данный ролик пишется на эту камеру. Максимальное разрешение 1080p 30 fps. Ночные съемки вы увидите, они здесь никакие, один сплошной пиксель, если утрированно. Если поначалу по самой камере, микрофоны вы тоже услышите, потому что сейчас я все пишу на родовские микрофоны, на которые обзор был где-то дня 3 на этом основном канале. Для того, чтобы вы более-менее понимали, что я сейчас говорю, потому что сами микро, ну здесь, скажем так, для записи на YouTube не лучший вариант. Что я могу сходу напомнить вам, что 5 Mi Band 6 серии разыгрываются за лайк, подписку и комментарий к любому видео. И сейчас вы увидите обязательно распаковку данного аппарата, результаты тестов, результаты того, каким образом он ведет себя в играх и более-менее аналитику камеры. Хотя, если честно, все эти аналитики и все подобное не имеют большого значения, главное это примеры. Вот что происходит после рендеринга и рендеринга YouTube картинкой. То есть вы сейчас ее видите. Понятно, звук будет каким-то образом изменяться за счет вашего девайса, но учитывая, как Narza снимает, я не думаю, что сильно вы увидите потерю в качестве. Оно здесь, по большому счету, в той мере, в которой бы хотелось, отсутствует. И вряд ли его допилят, но это супер бюджетный телефон, мне он безумно нравится, поэтому я советую вам досмотреть этот обзор. 961 на YouTube, всем привет, вы уже в курсе, где вы, что вы на канале Польза.нет, и про ежемесячные розыгрыши Mi Band 6 вы знаете. И этот ролик я готовил для лайв-канала, но решил выгрузить сразу на основной, ведь девайс интересный. Гоняю я его реально давно, правда, единственная причина, почему я его купил, то, что в июне ко мне не дошел Razer 30, обычный. Его потеряли на почте, правда, в итоге я все равно его купил, и обзор на него вы можете посмотреть по ссылке в правом верхнем углу экрана, он уже готов. Почти весь обзор будет собран из примеров работы камеры и тестов на открытом воздухе. Надеюсь, вам зайдет такой подход. Не забудьте написать в комментариях, нравится вам такой подход или нет. Упаковка эконом с легким запахом Китая. Внутри телефон без чехла, зарядник на печальные 18 Вт, который язык быстрым назвать не поворачивается, кабель для зарядки Type-C, защищенная пленка печального вида. Сразу обращаем внимание, что сканер отпечатков пальцев на крышке. Слот под 2 сим-карты и карту памяти внутри не прорезинен. Мини-джек под уши есть, в руках аппарат держать удобно. Размеры и вес вы видите на экране. Стерео, разумеется, нет. К сожалению, нет NFC. У основной камеры два модуля. Стресс-тест Antutu проходит аппарат без проблем, если сравнивать с Poco M3 и Poco M3 Pro. Лично для меня Realme выглядит слегка приличнее. Опять же, слегка. Матрица бюджетная, яркость достаточная, максимум 475 нит. 60 Гц IPS, а значит шума здесь нет. Размер 6,5 дюймов, плотность пикселей 270 точек на дюйм. Это прям совсем мало. Поддержка HDR, разумеется, отсутствует. Разрешение 720 на 1600 пикселей. Android 11 версии. Не знаю, как он в Antutu у народа выбивал в июне-июле больше 200 тысяч попугаев. У меня с 4 гигабайтами оперативы выбивал 170. Это предел. Но это пока аппарат недавно не обновился, буквально на днях. Теперь 214 тысяч. Возможно, людям прилетает обнова раньше, чем мне. Магия электронов. Материал корпуса все из пластика. Сканер, как и датчик приближения, не глючит. В играх, если не геншинг, нареканий по работе к нему у меня нет. На минималках все летает, ведь разрешение здесь лояльное. С играми, по мне, оптимизация с другой стороны печальна. Внутри же Helio G95, и сказать, что микролаги отсутствуют, это неправда. Не про игры он. Это же, как говорится, совсем не Snap. С другой стороны, танки на средних идут, притом поедают они по 14% в час. Тип оперативной памяти LPDDR4X, она здесь быстро, а вот на внутренней памяти они люто сэкономили. Тип накопителя eMMC 5.1, и те, кто не понимает в цифрах тестов, на пальцах это хуже, чем UFS 2.0. Программно тормозов я сильных не заметил, все работало довольно бодро и плавно. Realme UI это вам не MIUI. Камера честных 13 мегапикселей, Google Cam встает только с тормозами, лучше не устанавливать. Кастомных прошивок на него в сети уже море, чехлы на него на Али уже давно продаются. Олеофобка под стеклом есть, у Poco M3 по мне была лучше цветопередача, Narza по факту громче, а в M3, кстати, есть стерео. По возможностям записи звонков здесь все зависит от прошивки. Смотря какая у вас прошивка, возможно, эта функция у вас будет. Bluetooth версии 5.0, aptX кодек поддерживается, фронталка на 8 мегапикселей, основная на 2 модуля, 13 мегапикселей и 2. Разумеется, стаб только электронный, то у основной камеры. Разумеется, максимум 1080p 30 fps, что фронталка, что основная камера. Итого, нет NFC, нет ширика, нет макро, скромное разрешение, нет стерео. Приятный ценник, не греется, не тормозит. Возможность расширить внутреннюю память в наличии, приличные результаты тестов, не худшая камера для этой цены, но хуже, чем на Poco M3. Сейчас сможем оценить, как романтично и быстро GPS работает в данном смартфоне. Смартфон, напоминаю,
супер лоукостовый. На данный момент, вот, получается, он поймал через минуту где-то после включения GPS, и вы можете оценить, насколько быстро он начинает ловить спутники. Уже 3 метра. И напоминаю, что в прошлый раз, когда я тестировал топовый смартфон Nord 2, он показал точность в 3 метра довольно не сразу. И точность в 1 метр у меня даже не получилось зафиксировать на видео. Здесь у нас 2 метра. Держится довольно долго. В использовании, притом, довольно незначительное количество спутников, 11. Обычно даже при 30 точность у Xiaomi и у OnePlus максимум 1,3 метра. Петербург, театр юного зрителя, и мы тестируем в не лучших условиях GPS от Realme Nazer 30A. То есть облегченный у нас 30-й Narza. Небольшая дичь, вы сейчас увидите, как это дело будет держаться и, находясь у вас в кармане, выпирать. Телефон толстый, достаточно большой, поэтому особого удобства с ним ходить нет. Это вам не Pixel 4, но это с одной стороны. С другой стороны, не такой он и огромный. Пузатенький только слегка. По PC-Mark он по красоте показал 9 часов 3 минуты. Это, конечно, не 11,5 часов, как у C25 от Realme, но и качество данного смарта получше. Хотя стоимость немного ниже. На данный момент, во всяком случае. Память быстрой здесь не назвать. 10 тысяч баллов, не самый худший, но, конечно, не лучший. Оперативка LPDDR4X не худший, но и не лучший вариант. G85 не совсем старый процессор. С видео Mali G52. Частота обновления только 60 Гц. Разрешение супер скромное 720 на 1600 точек. Плотность пикселей еще скромнее, 269 dpi или 269 ppi. Это не фонтан. По камерам вы сейчас все видите. Батарея на 6000 мАч, но напоминаю, что вывозит она на 2 часа меньше, чем у Xiaomi. Но это все, мне кажется, МТК поедатель у нас. Что можно сказать про внешний вид устройства? Логично, что сканер отпечатков пальцев — это не мечта, если он находится в тыльной стороне, но это с одной стороны. С другой стороны, на крышке многим будет довольно привычно. Это раз. Два. Телефон, конечно же, толстый слегка. У него есть мини-джек, у него есть выход для Type-C. Не особо люфтят кнопки, и пузатость его не особо бесит. В моей маленькой довольно руке выглядит он, в принципе, неплохо. Опять же, решать вам, насколько он хорош или плох. Внешне мне он нравится, и по цвету тоже. Narza молодцы. Realme зажгли с этим лоукостом. Realme, так как они продаются в первую очередь на рынках Китая и Индии, им наплевать на все эти ограничения по GPS. Мне не важно, точность метр — это супер. Всем привет! Вы на канале Польза.нет Live, и здесь только максимально подробные разборки всех телефонов, которые существуют на рынке, из тех, что мне нравятся. То есть сейчас я купил Realme Narza 30A, именно на него я снимаю сейчас вход. Да, остальной ролик будет более комплементарным. Аудио сразу пишется на этот аппарат. Да, у него не космически суперская камера, но несмотря на это я решил записывать вход в такой вот неприятной обстановке. Из последних мобил, которые были интересны на канале, можете посмотреть, это Mi 11i, субфлагман в районе 30 тысяч рублей. И буквально пару дней назад был Nord 2. Их я, кстати, сравнил на основном канале. Можете тоже посмотреть. Там буквально 10 минут обзора. На этот аппарат я делаю обзор, наверное, в первую очередь с точки зрения того, что Narza 1, не 30, а 30 у меня не дошел. Почта России его каким-то образом потеряла, они сейчас его ищут. Думаю, они его не найдут. Этот девайс максимально дешевый, довольно удобный, габаритный, и у него большое количество плюшек, не считая того, что процессор мне не особо этот Helio нравится, но обо всем по порядку. И теперь это фронталка, которая не особо отличается от основной камеры по качеству, те же 1080p. Единственное, вы сейчас сможете услышать разницу в микрофонах. Возможно, услышите, возможно, нет. Здесь, возможно, лютый пересвет, хотя до этого я снимал на Mi 11i, на S21 Samsung и на OnePlus 9 Pro. Везде была картинка более-менее, но мне кажется, вы увидите сейчас лютое мыло, несмотря на то, что света более чем достаточно. Телефон с этим делом не справляется, да и черт с ним, вы хотя бы будете знать, что у вас он справляться не будет. По стабилизации, я
думаю, вы заметили. Как и что, ночная съемка обязательно будет в ролике, как и распаковка, как и все тесты. Смотрите внимательно, спрашивайте потом в комментариях, что вас интересует. Если с чем-то не разобрались, идите в телеграм-канал. В описании к видео есть ссылка взаимопомощи. Там, возможно, вам ответят на все ваши вопросы. Больше 5000 человек сидит, больше 3000 человек разбирается в технике не хуже, чем я. Всем добра, смотрим дальше. Ночь, фронталка, Nazer 30A и зернистость, конечно, жуткая просто. Я не уверен, что адекватно, в принципе, в ролик вставлять пример работы данной фронталки, но, наверное, стоит. 1080p 30 fps, стабилизация практически нулевая, роллинг шаттер лютый, ночью вообще однозначно лучше этот телефон в руки не брать. Во всяком случае, я не думаю даже, что с прошивками что-то как-то поправят. Вряд ли, сомневаюсь, и, скорее всего, нет. Но для бюджетника что? Главное, снимает. Правильно? Все тот же Nazer, основная камера, автофокус ночью, пляж это гигей, стабилизация практически нулевая, 1080p 30 fps у основной камеры. Ну, вечером, ночью ее использовать по мне однозначно нельзя, бессмысленно, одно сплошное пятно, если утрированно. Понятно, что можно встать, можно попытаться поснимать с двух рук. И зачем вам эта запись будет нужна, не ясно, потому что информации и информативности у нее будет по минимуму, скажем так. Продолжение теста Nazer 30A. Напоминаю, что телефон стоит чуть-чуть дороже сотни долларов, поэтому ничего удивительного в этой супер печальной камере нет. Пасмурно, Петербург, все тоже мурино, практически нулевая стабилизация, очень сильный ветер, так что если что... Если вы меня не слышите, ничего удивительного в этом нет. Очередной тест селфи-камеры Nazer 30A. Условия максимально неприятные. Почему? Потому что слева очень сильно бьет солнце. Если против солнца снимать, я бы сказал, что Nazer справляется даже лучше, чем недавно справлялся Mi 11i в тех же условиях обстановки. Я сейчас тестирую уже третий, получается, телефон. И эта селфи-камера меня радует на данный момент больше всех. Во всяком случае, с тем, как она работает со светом. Если брать роллинг шаттер, вы сами все сейчас видите. Ну, а чего хотите от аппарата за 8000 рублей? И то неплохо, я считаю. Основную камеру тоже сейчас с автофокусом вы будете наблюдать. И автофокус Nazer 30A. Не хочет он работать примерно так же, как не хотел только что работать автофокус у Realme C25. Вот, начинает работать, что очень сильно радует. Но не знаю, насколько это хорошо по вашему мнению. По моему мнению, это пока печаль, учитывая разрешение данного телефона. Очередной тест камеры Realme Narza 30A. Напоминаю, что 30-очку у меня Почта России потеряла слегка и все еще ищет. Я не думаю, что найдет, потому что отправлена она была 12 июня, а сейчас у меня уже 6 августа. Так к чему это все? К тому, что вот так селфи-камера в час ночи в неспокойном, по мнению многих, Мурино, хотя я считаю, что это еще не худшее место Петербурга, где можно ходить ночью, я тестирую камеру селфи у Narza 30A. И, ну, не худший вариант. Реально купить в районе сотни долларов, плюс-минус 10-15 на сейле. Автономность по PC-марку 9 часов 3 минуты, аккум на 6000 мАч. За ночь уходит 2% максимум, и это хорошо. Значит, около 16 часов в YouTube на 50% яркости он свободно отрабатывает. Если просто просматривать видео не с интернета, проживет не меньше 20 часов. В среднем до 5% в час он поедает. И есть ультраэкономный режим, где телефон проживет не менее 10 суток. Цена по ссылке в описании к видео. Если попадете на сейл, вам повезет. Будет, наверное, в районе сотни долларов. Также по ссылке будет телеграм-канал с моими промокодами и ссылками. На данный момент там всего один промик. 2 доллара от 15. Но тоже по мне довольно неплохо, учитывая, что никакой распродажи пока нет. Резюмирую. Кому понравился, однозначно купит. Это хороший бюджетник. Если вы его приобрели, надеюсь, вы поделитесь своим мнением в комментариях. У него есть свои плюсы. Он стабилен. У него Realme UI, а не MIUI. И, в принципе, он не так убого выглядит. Интересно он выглядит, скажем так, это не Poco M3. Не забудьте подписаться на канал с колоколом, подпишите в комментариях, что еще купить на обзор. Девайс сюда. Добра и удачи вам, дорогие друзья!